Всем привет! Сегодня я решил рассказать новости последних дней. Я был немножко занят. Первое. Столкнулся с бытовой гомофобией. Странной. Есть небольшой чатик. На 2 человека, бывшие однокурсники мои по физфаку. С почти нулевой активностью, никто ничего не писал. Я вчера написал о том, что взял интервью у Дамира Мусина, это один из основателей Парни Плюс, публичный открытый гей. Просто об этом написал, о том, что взял интервью у такого вот человека. Мне интересно было, мы практически не касались темы ЛГБТ, но в основном обсуждали то, как беженцы в 25 году адаптируются в Испании. И, собственно, цели моих интервью на канале Russ's Talks именно в этом. Передавать опыт из рук в руки по тому, как адаптироваться в Испании и в Европе в целом, с учетом вот тех изменений и тех практик, которые происходят. Поэтому мы с Дамиром обсуждали то, как он приехал в Испанию. Просто мельком сказали, что он помогает ВИЧ-инфицированным, и поэтому в его интервью есть специальный бот, в котором вы можете к нему обратиться и попросить его о помощи. Это совершенно бесплатно. Так вот, я в чате физфака 98 года написал о том, что о том, что я взял интервью вот у публичного гея, и меня закидали буквально. Фу, геи, там слово на букву П, мать ругательное. Вот. Я им объяснил, своим бывшим однокурсникам, что в Испании к этому относятся спокойно и, собственно говоря, спокойно такие люди живут и счастливо живут в Испании. Я уже перестал делить людей на геев и не геев. Вот такой вот прилив был гомофобии, и для меня это на самом деле очень поразительно. В 25 году, четверть 21 века прошло, люди по-прежнему пещерных взглядов на самом деле придерживаются. Второе, что неожиданно со мной произошло, это по команде. Я не верю, что это произошло случайно. По команде несколько блогеров, которые, я полагаю, связаны с властью в России, в Краснодарском крае, напали на меня, заочно напали на меня в публичном поле. Как я уже говорил, некий Янкин, некий известный блогер Щербацкий, который чуть ли не месяц обещал дать мне интервью и потом разразился площадной бранью в середине, без повода. Просто начал человек материться. И третий, это некий Сергей Климов, который признан другими активистами из Краснодарского края провластным блогером, тоже решил что-то написать обо мне, хотя общался я лично только с Щербацким, и общался я лично с Щербацким 3 минуты. До этого у нас с Щербацким еще, когда я жил в Краснодарском крае, по-моему, в 2021 году, было общение. Я отдельно об этом расскажу, когда буду делать ролик из того материала, что дал мне Щербацкий. То есть знаком я был только с одним человеком, а напали на меня синхронно все трое. Напали они с посылом: не рассказывайте, не давайте Андрею интервью. То есть задача была оболгать меня. У Янкина сплошная ложь. Оболгать меня и предостеречь возможных активистов от того, чтобы давать мне интервью. Должен обрадовать блогеров. Поздно вы среагировали. Я действительно почти месяц собирал информацию о
деятельности гражданских активистов в Краснодарском крае. Мысль такая, сделать материал по этому поводу, у меня возникла спонтанно. То есть я просто подумал, а как интересно сейчас живут блогеры в Краснодарском крае. Под блогерами я понимаю, как правило, гражданских активистов, правозащитников, тех, кто не только добивается каких-то изменений к лучшему, но и публикует информацию о себе в социальных сетях, пишет о себе. Вот. Обычно это люди, рассказывающие о своих каких-то достижениях, но не обязательно. То есть бывает такое, что, допустим, вот как Щербацкий, он про чужие проблемы рассказывает, и я объясню вам в отдельном, подчеркиваю, интервью, почему он так делает. Да, подписывайтесь на меня, пишите комментарии. Для меня комментарии очень важны. Для меня комментарии — это мотивация на последующие видео. Вы стали писать меньше комментариев, я стал делать меньше видео, потому что каждый комментарий для меня вдохновение. Я такой, о, точно, надо же написать об этом. Поэтому от вас сейчас подписка. Обязательно подписывайтесь, потому что 95%, кто меня смотрит, это не подписчики. Дальше ставьте мне лайк или дизлайк, если вам вдруг не нравится, и пишите свой комментарий. Ну и, конечно, я рассчитываю, что вы расшарите это видео по своим знакомым, кто-то еще посмотрит. Так вот, собственно, из-за чего всполошились 3 провластных блогера? Они всполошились из-за того, что я порядка 100 разным людям на территории Краснодарского края написал с предложением дать мне письменное или устное интервью и рассказать об их правозащитной деятельности и о том, как они эту деятельность организуют и освещают в социальных сетях. Ну, где-то с десяток человек мне ответило, вот навскидку. А у меня было 2 мотива. Первый мотив. Я спрашивал о том, что вы знаете о случае заключения обвинительного приговора, заключения под стражу блогера Вадима Харченко. Может быть, вы помните до сих пор его большой канал, около 400 тысяч подписчиков. Канал «Личное мнение». Мы с Вадимом лично знакомы. И когда его в 12 марта 2025 года осудили на 7 лет, я посчитал, что интересно, большие такие срока дают за публичную деятельность. Надо разобраться в его кейсе. И потратил какое-то время, разбираясь. Второе, что меня сподвигло, это волонтерское движение в Анапе, уборка мазута, чистка птиц. Мне захотелось узнать, как люди, которые участвовали в Анапе в уборке, организовывали свою деятельность, как они ее освещали в социальных сетях и, собственно, кто эти люди. Мне хотелось узнать побольше, кто эти волонтеры. И с некоторыми из них я пообщался. Ну и, видимо, моя вот эта активность, материал выйдет вот в течение, я надеюсь, июня месяца. Видимо, моя активность взбудоражила Департамент внутренней политики Краснодарского края, и была дана команда Щербацкому, Климову и Ямкину предупредить широкие круги общественности, не давать мне никаких интервью. Но еще раз подчеркну, я уже взял интервью, как настоящий журналист, я взял интервью и у тех, кто уехал из Краснодарского края из-за давления, и у тех, кто остался в Краснодарском крае, и у так называемых провластных активистов, если их так можно назвать, и у оппозиционных активистов. Так что, в принципе, я свою миссию уже выполнил к тому моменту, когда все вот эти вот работающие под заказ администрации блогеры, как я считаю, засуетились и сделали предупреждение городу мира: ни в коем случае не связывайтесь с Андреем Панюшкиным. Но юридически у вас нет никаких препятствий со мной связываться, потому что я не иностранный агент, денег я вам не предлагаю,
Вот. Так что со мной пообщаться абсолютно безопасно для вас. Если у вас возникнет желание рассказать о вашей правозащитной деятельности, о вашей блогерской деятельности. Может быть, у вас блог просто о путешествии по Краснодарскому краю. Тоже было бы интересно. Тоже было бы интересно. Ну, конечно, акцент у меня именно на гражданскую активность, на правозащиту. Все, всем пока, подписывайтесь. И вот вам красивое цветущее дерево напоследок. Смотрите, какая прелесть, а.